Вот осталось мне доплести 39 и 40 ряд. И раппорт закончится. Вот 40 рядов в этом раппорте. Давайте еще раз попробуем. Тут будет виднее. Значит, красная укладывается на красную, направление влево. Берем вторую красную, укладываем на красную и завязываем узел. Один раз, эту натягиваем нитку. И второй раз затягиваем. Зеленая на красную, зеленая на красную. Направление тоже в левую сторону. Значит, зеленую на красную. Завязываем один. И второй. Так, и вторую точку вяжем. Узлы вяжут. Вот смотрите, какой брать. Видите, чуть было не взяла не тот шнур. Поэтому отделяйте их. Так, 1, 2. Так, 2 точки прошли. Красная на зеленую. Значит, красную укладываем на зеленую. И видите, в правую сторону ушло. Так, 2 узла здесь. И откладываем подальше. Дальше сиреневая на зеленую. В правую сторону. Сиреневую на зеленую. Один узел. И второй. Дальше зеленая на сиреневую. Наклон влево. Значит, зеленую укладываем на сиреневую. И еще раз. Дальше. Желтые на сиреневую, желтые на сиреневую. Наклон влево. Желтую на сиреневую. Раз узел. Желтую на сиреневую. 2 узел. Это одна точка. И вторая точка. Вот здесь хорошо теперь разделяются они. 1, 2. Дальше. Сиреневая на желтую и желтая на желтую. Сиреневая на желтую. Смотрите, направление вправо. Значит, укладываем сиреневую на желтую. Сиреневую на желтую. Дальше желтая на желтую. Видите, вторая идет нитка на первую. Значит, вторую нитку желтую берем. Один, 2. Так, этот ряд закончили. Отмечаем. И будем плести последний ряд. Шнуры передвигаем. И смотрим. Красная нитка свободная, первая. Вот мы ее откладываем в сторону.
Зеленая на красную, зеленая на красную, наклон влево. Зеленую на красную. Отложили подальше. Дальше смотрим. Зеленую на красную. И опять зеленую на красную. Теперь у нас красная на зеленую, красная на зеленую, наклон вправо. Красную на зеленую. Красную на зеленую. И вторую точку провязываем. Красную на зеленую. Красную на зеленую. Есть. Дальше сиреневая на зеленую, наклон вправо. Сиреневую укладываем на зеленую. И еще раз. Желтая на сиреневую раз, желтая на сиреневую два. Наклон влево. Желтую на сиреневую. Одну точку прошли. Желтая на сиреневую. Вторую точку прошли. Сиреневая на желтую, сиреневая на желтую. Наклон вправо. Сиреневую на желтую. И сиреневую на желтую. Одну точку прошли. И вторую точку. Сиреневую на желтую. Сиреневую на желтую. И одна желтая у нас остается. Вот она, не задействована. Так, надеюсь, это понятно. Тут, если по большому счету, два обозначения. Наклон влево и наклон вправо. Вот их надо только выучить, запомнить, больше ничего не нужно. Еще есть одно обозначение, я вам покажу. Оно производное от этих двух направлений. Теперь, может случиться так, что вы где-то сделали ошибку. Как распустить? Вот смотрите. Мы закончили, где у нас одна нитка, один шнур свободный, да? Вот мы его должны отложить. И распускать начинаем. Вот где у нас узлы. Вот они, связаны два шнура. Берем иголку с тупым концом лучше всего. Вот смотрим. Вот зацепили вот за эту перемычку. И развязываем. Один узел развязали. У нас же по два узла идет здесь. Вот, значит, надо второй узел развязать. И откладываем.
Следующий. Опять вот за перемычку. Развязываем один узел. И развязываем второй. Опять откладываем. Вот следующий узел у нас здесь. Так, один и второй. Убрали. Один. И второй. И тоже убираем в сторону. Значит, я надеюсь, это понятно. Что распускаем, вот берем два шнура. Ну, тут цепляйте кому как удобно. Ну, вот мне удобно, допустим, вот за эту перемычку. Вот. Иначе вы не сможете равномерно распустить и где-нибудь ошибетесь. Дальше у вас пойдут ошибки. И так аккуратно распускаем. Вот, сейчас я распущу до конца. И еще один ряд вам покажу, на что обратить внимание. Вот я распустила последние два шнура. Вот здесь узлы были. Вот этот. И то, что мы этот ряд распустили, ставим значок какой-нибудь, что мы распустили его. И одна красная нитка, шнур у нас свободный оставался. Теперь поднимаемся на ряд выше. Все наши нитки перекладываем на левую сторону и смотрим на этот ряд. Здесь, в этой точке, два желтых было вместе провязано. Вот они. Вот. Вот их теперь нужно крайние самые распустить. Так, один узел развязали. И второй развязали. И откладываем в сторону. К следующим переходим, смотрим, что с чем у нас связано. Вот сиреневый с желтым. Вот они. Теперь распускаем их. Так, один узел. И здесь же второй узел. И тоже их откладываем в сторону. И следующие берем, смотрим. Вот у нас желтый с сиреневым. И распускаем их. Значит, как вы поняли, распускаем с правой стороны, причем обращаем внимание на вот эти нитки. То есть, были они задействованы или не были задействованы. И так аккуратненько распускаем и доходим до ошибки.
После того, как закончите последний ряд, раппорт заканчивается. И переходим к самому началу. И повторяем. Практически точно так же, как и в вязании. Теперь я вам покажу, как плести ручки. Если 4 крепления на сумке. Вот. Эта ручка будет общая. Ну, там уже смотрите сами, кому что нравится. Вот. Бывает так, что на сумке 4 крепления. Значит, здесь кольцо и на той стороне тоже 2 кольца. И вот надо прикрепить эти части и одна ручка общая. Значит, здесь у меня 10 ниток, 10. И здесь 10. И точно так же на той стороне. А рисунок я нашла только на 8 ниток. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 2 цвета. Вот у меня как раз 2 цвета с одной стороны, 2 цвета с другой. Ну, как я сказала, их 10 ниток. Вот я вам расскажу, что можно сделать. Вот будем вязать с вами первый ряд. Значит, вы должны перейти на 8 ниток. 2 нужно убрать. Вы можете убрать 2 крайние, а можете убрать вот так, эту и эту. Ну, чтобы нам не путаться, вот здесь темный цвет, потом светлый. Мы уберем 2 вот этих нитки. После того, как отложили 2 нитки, 2 шнура, вот у нас осталось 8. Причем, смотрите, идет темная, потом светлая нитка. Вот совпадают. А здесь сначала идет светлая, потом темная. А у нас не совпадают цвета. У нас наоборот. Сейчас я вам покажу, как их поменять местами. И дальше уже будем плести. Ну, давайте. Значит, желтая укладывается на темную с наклоном влево. Желтую на темную. И завязываем 2 узла. Так. Вот, это у нас совпало. Так, вяжем первый ряд. Есть. Дальше темную на желтую. Берем темную и укладываем так, как она вот в данный момент находится. То есть мы ее укладываем сначала на желтую и провязываем. То есть у нас направление в правую сторону. Давайте я нарисую. Это как раз нам будет нужно. Вот у нас направление в правую сторону. Так. Завязали. Но нам нужно, чтобы она была впереди. Теперь мы обратный узел делаем. Не такой же, как здесь, а в обратную сторону. То есть мы делаем наклон влево. Вот она у нас стала впереди. То есть влево. И вот на схемах есть такой значок. Он не так, правда, рисуется. Он рисуется вот так, так, а потом стрелка. Вот.
Это как раз то, что мы сейчас с вами сплели. Так, здесь мы поменяли местами, чтобы у нас было как на схеме. Вот отделяем их. Дальше у нас светлое на темную. Так, здесь совпадение. В левую сторону. 2 узла завязываем. А здесь совпадения нет. Здесь сначала светлый, потом темный. Значит, мы что делаем? Вяжем, плетем узлы точно в такой же последовательности. То есть сначала мы идем в правую сторону, а потом в левую. Все, и мы поменяли местами. Так, давайте проверим, что у нас, как отразится на втором ряду. Так, вяжем, плетем второй ряд. Желтую отставляем. Так, отставили. Дальше темную на темную в правую сторону. Берем переднюю темную, вот так, провязываем раз, и точно так же второй раз. Теперь дальше, так, это мы провязали, проплели, желтую на желтую. Берем вторую желтую, вот она. Укладываем на желтую. И еще раз. Есть. Так, отметим. Теперь темная на темную. Берем вот дальняя темная, вот она идет, на темную, перед ней, наклон влево. И желтый у нас остался. Все, теперь мы вышли на наш узор и плетем со спокойной совестью. Значит, есть почти такой же значок, производный от этих, но немножко по-другому. Сначала мы вяжем узел в левую сторону, а второй узел вяжем в правую сторону. То есть 2 узла. Как мы везде вот вяжем по 2 узла, один узел у нас пойдет влево, второй узел вправо. Есть такое обозначение в некоторых схемах. Ну, вроде по этой системе я вам все рассказала. Осталось мне рассказать вам, как удлинить нить или шнур, если он закончится. Вот я сейчас доплету эту ручку, доплету эту и покажу вам. Так, осталось мне сплести 20 ряд ручки. И сейчас я вам покажу, как можно запомнить цвета. У нас же они не совпадают со схемой. И как нарастить нитку, если у вас, допустим, закончится. Так.
Допустим, у вас закончилась красная нитка. Вот красная, да? Вот она здесь обрезана, короткая. И вам надо ее нарастить. Значит, вы эту часть убираете. А на ее место ставите новую нитку. Так. И на обратной стороне закрепляете либо булавкой на обратной стороне, либо скотчем, тоже с той стороны. Я делаю по-другому. Значит, у нас по схеме, я теперь как называю, чтобы не заблудиться, зеленая у меня темная, она, естественно, темнее, чем красная, а светлая – это красная. Значит, у меня темная, светлая, темная, светлая. По схеме. Так, пока это оставим. Вот этот оставим. По схеме у меня темная отложена. А две светлые друг на друга накладываются. Причем в правую сторону. Но это у меня заканчивается. Все, вот у нее маленький отрезок, допустим, остался. Я ее убираю. И на обратной стороне закрепляю. На это место ставлю другую нитку. Шнур, пряжу, как хотите называйте. И плету. Я вот зажимаю. И просто одной рукой оплетаю. Так, раз. И второй раз. Все. Дальше у нас идет темная на темную. И затем идет светлая на светлую. Вот здесь шнур он скользкий, немного распускается. Светлая на светлую. И вот таким образом. Когда этот узел будете опять затягивать, поаккуратнее. Все. И вот так получается. Значит, точно такие же ручки плетете с обратной стороны. Я сначала хотела сплести, но уже нет настроения, желания. Ну, это одно и то же будет. Вот эти нитки вы отрежьте по длине. Ну, где-то сантиметров 8-7. С одной стороны и с другой. Выведите их наизнанку. Вот, желтый по желтому цвету аккуратно. Сиреневый по сиреневому туда же. И на обратной стороне завяжите ткацким узлом.
ткацкий узел, он не распускается. Можно прям под самые узлы отрезать. Можно завязать ткацкий узел и затем иголкой или крючком аккуратно пропустить каждую нитку по своему цвету. И затем обрезать. Надеюсь, это понятно. Вот изнаночная сторона. Вот лицевая. Теперь я вам покажу принцип крепления этой ручки. Именно вот такой. Для образца я взяла простой пакетик. В обычной сумке здесь либо кольца есть, вот здесь. Если колец нету, то можно пришить. Допустим, вот здесь кольцо. Вы в кольцо вставляете ручку и пришиваете. Если кольца нету, просто с изнаночной стороны одну и с другой стороны другую. А вот эта часть широкая ложится на плечо. Вот. Вы их пришили к кольцам или к самой сумке. А вот эта часть на плечо уходит. Здесь тоже у вас ручки будут. Тоже к одной стороне и к другой. Пришиваются. Естественно, ручки вот эти подлиннее делаются. На плечо тут тоже сами определите длину. И вот такая ручка будет получаться. Значит, к разным сторонам сумки пришиваете ручки с одной стороны. Вот так. Сюда. А эти две вот сюда. Ну, я думаю, вы поймете это все, сообразите. Кто-то скажет, почему я этим узором не плела дальше. Вот по этой схеме. Нужно разделить, нужно продумать. Для этого нужно много времени, которого у меня, естественно, нет. И я просто взяла уже готовый образец и по нему сплела. Ну, а у кого появится желание, можно самим попробовать плести, вязать только, допустим, эту часть и сюда эту. Я считаю, что вполне можно так сплести. Так, что хотела еще сказать. До этого я плела из акрила. Вот, из детской новинки. Вот эту ручку. Здесь у меня 37 сантиметров в готовом изделии. То есть вот от начала до конца 37 сантиметров. И ушло у меня сюда, вот я плела в 2 нитки. Вот. Вот так складывала в 2 нитки. И таких ниток у меня было 5 сиреневых, ну как по схеме. 5 желтых, 5 красных и 5 зеленых. Вот. И каждая прядь в 2 нитки. Значит, длина одной нитки была 2,5 метра. На 2,5 метра у меня получилось 37 сантиметров. Значит, я всегда призываю, вяжите образец. Отрежьте сантиметров 50-60 нитки, там или, ну, шнур можно не резать, жалко его резать, но нитки можно отрезать.
провязать и посмотреть, какой у вас остаток получился. И затем, допустим, вы 60 сантиметров нитку отрезали и вычитаете остаток. И смотрите, сколько у вас ушло на сколько рядов. Ну, расчет делается, как и при вязании. И еще на что хотела обратить внимание. Смотрите, вот здесь брак. Видите, петля какая. Вот здесь, вот здесь. Это знаете за счет чего? Если бы вы вязали в одну нитку, было бы легче. Когда вы вяжете в две нитки, и вы делаете узел, то у вас одна нитка может хорошо затянуться, а вторая нет. Поэтому делайте натяжение двух ниток. Проверяйте, чтобы они были одинаковые. Вот. И у вас тогда вот такого казуса не будет. Вот здесь, значит, у меня неравномерно какая-то нить затянута. Теперь даю схему в таком расположении для тех, кто хочет сделать скриншот и распечатать на принтере. И вот вторая схема, тоже для тех, кто хочет распечатать. Делайте скриншоты, берите, пользуйтесь. А это расположение схемы для тех, кто будет плести со смартфона, то есть распечатывать не будет. Вот здесь полностью вошло 9 рядов. Теперь с 9 по 20 ряд. Далее по 29 ряд и по 40 ряд. Так что можно работать по этой схеме со смартфона. Вот перед вами вторая схема. С 1 по 6 ряд. С 6 по 12 ряд. С 12 по 18 ряд. И последняя часть. Ну вот вроде и все, что я вам хотела рассказать и показать. Будут вопросы, задавайте в комментариях. По мере возможности я вам отвечу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.